Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать коврик по вот такой вот схемке. Это часть схемы. Приблизительно вся схема выглядит вот так. То есть вот такой вот коврик. Схемку свою я делала в программе Stitch Fiddle. Саму схему и ссылку на программу я оставлю в описании под данным видео. Так, использовать будем в работе шнур, два цвета. У меня это коричневый цвет и цвет молоко. Шнур у меня полиэфирный, 3 мм сердечником. Также вязать можно и из плоского шнурочка 3 мм, из хлопкового шнура. Можно также, конечно, и шнура 5 мм сердечниками, без сердечника. Но мне кажется просто, что именно когда два цвета, то когда шнур 5 миллиметров, ну, как бы коврик будет очень уж масштабным. Итак, как я уже говорила, используем вот эту вот схему, это часть схемы. Вязать я буду крючком номер 4,5. Это что-то наподобие мозаичного вязания. Ну, вязать будем справа налево. Вот, смотрите, у меня здесь начинается наше вязание. То есть вот это наш будет первый ряд. Первый ряд мы будем вязать цветом молоко. Так, ряды у нас будут состоять из столбиков без накида и рельефных столбиков в 3 приема. Рельефные столбики будем вывязывать. Вот смотрите, у меня уже частично стоят крестики, то есть 1, 2, 3. Я их проставляю в каждой третьей клеточке. Именно вот этих вертикальных полосочек. Итак, изначально у нас идет просто светлый ряд. Мы набираем 83 воздушные петли плюс петля подъема и вяжем просто столбики без накида светлым шнуром. Итак, делаем узелочек. Набираем 83 воздушные петли плюс петелька подъема, то есть 84 воздушные петли. Итак, я набрала 84 воздушные петли. 84 это петелька подъема. Разворачиваем и за вот эти перегородочки, смотрите, первую пропускаем, начиная со второй вяжем просто столбики без накида. Напоминаю, все нечетные ряды это у нас лицевые ряды, то есть это у нас лицевой ряд мы вяжем. Так, вяжем столбики без накида, их у нас должно получиться 83. Вот, это мы с вами вяжем справа налево. Это у нас идет первый ряд. Вот он у нас светлый. Так, таким образом вяжем до конца ряда просто столбики без накида. Далее покажу, как перейти на другой цвет, потому что второй ряд мы уже вяжем коричневым цветом. Итак, я провязала первый ряд лицевой, как я уже говорила. 83 столбика без накида у меня получилось. Следующий ряд у нас будет коричневым, то есть смотрите, 2 петельки оставляем, вводим другой цвет, вводим коричневый, вот так вот протянули. Следующий воздушную петельку сделаем. Следующий ряд это у нас изнаночный ряд. Все изнаночные ряды у нас будут идти коричневым цветом. При этом вот этот наш молочный мы нить не обрываем, мы его тоже ввязываем. Так, и все изнаночные ряды мы будем вязать столбики без накида за переднюю полупетлю. Вот этот шнур, хвостик тоже можно вязать. Хвостик, который у нас остается, да? Вот таким вот образом за переднюю полупетлю мы провязываем
хвостик ввязываем и шнур молочного цвета. Это у нас изнаночные ряды, вот эта изнанка. То есть мы сейчас вяжем вот этот второй ряд. Он у нас идет слева направо. Смотрите, никаких рельефных столбиков мы пока здесь не делаем. Просто его провязываем коричневым цветом. Вот как выглядит наш ковер на лицевой стороне. Видите, все передние вот эти полупетли, они у нас остаются на лицевой стороне, для того, чтобы потом формировать рисунок из рельефных столбиков. Итак, вяжем до конца ряда. Во втором ряду, так же как и в первом, у нас должно получиться 83 столбика без накида. Здесь мы пока еще рельефные столбики наши не вяжем. Снова далее покажу, как переходить на лицевой ряд. Вот у нас лицевая сторона, вот это изнаночная сторона. Вяжем до конца ряда. Итак, довязываю до конца второй ряд изнаночный. Смотрите, последняя петелька, да, 83. Вот таким вот образом. 2 петли на крючке коричневого цвета. Так как ряды у нас постоянно меняются, то есть они чередуются цветом. Смотрите, вот. Два нашего шнурочка вот так переплели и 2 эти петли провязали уже светлым цветом, да, воздушная петелька, и все. И вот этот коричневый снова мы вот так вот пускаем, то есть мы его будем ввязывать. И теперь мы вяжем третий лицевой ряд. Вот первая петелька, вот эта воздушная, она как бы считается у нас уже есть. То есть провязываем лицевые ряды, мы все будем вязать за заднюю полупетлю. Вот таким вот образом. Вот, смотрите, как бы 2 петли уже здесь провязаны. Их и считаем как 2. Да, за заднюю полупетлю, ввязывая шнур другого цвета. При вязании его немножко подтягивайте, чтобы он у вас прям не очень свободно был, но и не сильно натянуто, чтобы не стягивалось наше полотно. Вот это у нас опять же лицевые ряды. Да, то есть не путаемся, что лицевые ряды мы вяжем за заднюю полупетлю, ввязываем шнур, изнаночные ряды коричневого цвета мы вяжем за переднюю полупетлю, и тоже шнур другого цвета мы ввязываем. Вот это у нас идет третий ряд. Смотрим в третьем ряду. Вот третий ряд, он у нас опять же светлый, да. Здесь у нас тоже никаких рельефных столбиков еще нет. Рельефные столбики у нас уже... Так, еще. Вот третий ряд, вот он у нас светлый, да. Здесь никаких рельефных столбиков у нас еще нет. Рельефные столбики у нас пойдут в четвертом ряду. Вот видите, вот вертикальная вот эта полоса темного цвета. 1, 2, 3. Здесь мы будем провязывать рельефные столбики в 3 приема. То есть уже с 4-го ряда я вам покажу, как вязать вот эти рельефные столбики. Так, вяжем третий ряд пока без каких-либо изменений. Просто вот этим вот цветом шнура молоко вяжем до конца ряда. Потом еще раз покажу, как сменить нить. Итак, третий лицевой ряд, смотрите, почти довязали, да, провязываем последнюю петельку. Вот как я ее провязываю, смотрите, 2 петли на крючке, вот так вот ниточки перекрутила. Вот, все, у меня коричневый цвет, сделаю воздушную петлю. Это были у нас лицевые ряды, светлые, да, переходим на изнаночный ряд. Это у нас уже 4-й ряд. Здесь, смотрите, в 4-м ряду мы провязываем 27 столбиков без накида. И 28-й, вот я его пометила крестиком, да, мы делаем уже рельефный столбик. Так, вот эта воздушная петелька, которую мы провязали, видите, она уже как бы считается первым столбиком, чтобы вы не путались. Все изнаночные ряды, не забываем, мы вяжем за переднюю полупетлю.
И ниточку шнур молочного цвета мы также ввязываем. То есть провязываем сейчас 27 столбиков без накида. Вот первый. Можете считать по этим вот косичкам. 1, 2, 3, 4. По заполнению этих косичек. Да? То есть 1, 2, 3, 4. 4 у нас уже сейчас провязано. Вяжем 27. Покажу, как будем провязывать рельефный столбик. Итак, 27 столбиков без накида я провязала. Это у нас изнаночный ряд. Не забываем. То есть сейчас вот так вот поворачиваем вязание и делаем рельефный столбик. Вот, спускаемся сюда опять же к коричневому ряду, и за оставшуюся полупетлю, которую мы оставляли, так, провязываем 3 петельки на крючке. Мы столбик с одним накидом провязываем в 3 приема. То есть сначала одну петельку вывязали, вторую и третью. Так, и вот на этом месте, где мы провязывали рельефный столбик, вот эту петлю мы пропускаем на изнаночном ряду, да, и следующую, как обычно, мы провязываем столбики без накида. Так, таким образом идем до следующего рельефного столбика. Вот он у нас здесь, в этом ряду, тоже в 4-м ряду, да. До него надо еще провязать 37 столбиков без накида, чтобы провязать вот этот рельефный столбик. Вяжем столбики без накида, считаем. Вот был у нас рельефный, следующий считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, провязала я 37 столбиков без накида до следующего рельефного столбика. Опять же, еще раз покажу, как мы делаем рельефный столбик. Делаем накид. И именно если мы делаем рельефный столбик с коричневого ряда, он обязательно же цепляется за предыдущий ряд коричневого цвета. То есть при вязании цветом, ну вот, например, коричневым цветом, мы других рельефных столбиков не можем делать. И цепляться за светлый тоже мы не можем. То есть мы всегда опускаемся вот так вот через один ряд светлый и цепляемся за оставшую полупетлю именно коричневого цвета. И провязываем в 3 приема. 2, 3. Так, вот здесь мы ее пропускаем, эту петлю. И до конца ряда провязываем 18 столбиков без накида. Так, это у нас изнаночные ряды. Да, следующий ряд будет светлым. Я вам покажу. Мы тоже там будем делать рельефные столбики. Опять же, только светлым цветом и цепляться за предыдущие ряды тоже светлого цвета. Довязываем до конца 18 рядов. Смотрите, провязали 17 столбик без накида, да, 18 вот за эту перемычку провязываем. Это именно в изнаночных рядах. Как в лицевых я показывала, но еще раз потом покажу. Так, протянули шнурочек. Вот эти ниточки наши вот так вот переплели. Переходим на другой цвет. Воздушная петля. Так, это у нас лицевые ряды. Опять же смотрим по картинке. Это уже у нас идет 5-й ряд. Да, здесь тоже у нас будут вот рельефные столбики. Понятно, если мы вяжем светлым цветом, я уже говорила. То есть мы здесь даже темные ряды наши, вот эти вертикальные, не смотрим. Только светлые, которые 1, 2, 3. Вот у него свободно внизу. То есть он образует вот так вот с этим горизонтальным рядом, ну вот такое вот пересечение, скажем так. Вот у нас здесь будет вот здесь 2 рельефных столбика светлых возле темного предыдущего. И то же самое вот здесь. То есть 4 рельефных столбика. Итак, вяжем, пока не... Можно просто считать, а можно, когда вот дойдем до этого рельефного столбика, когда дойдем до этого рельефного столбика предыдущего ряда. И возле него вот мы будем формировать светлые уже рельефные столбики.
Так, как всегда, вот эта воздушная петля начала работы, да, вот, это как один столбик без накида. Провязываем второй. Лицевые ряды вяжем за заднюю полупетлю. Шнур темный мы ввязываем. Просто вяжем столбики без накида. Итак, так, провязали. То есть вот здесь вокруг вот этого рельефного столбика предыдущего ряда, ну, либо же как хотите, можете просто считать. Но я уже далее просто иду по рисунку, мне так удобно. Делаем рельефный столбик светлый. Опять же, говорю, только за пропущенные петли именно светлого ряда. В 3 приема. 1, 2, 3. Так, далее провязываем столбик без накида за заднюю полупетлю и снова рельефный столбик за вот эти полупетли. В 3 приема. С обратной стороны, там где мы рельефные провязываем, я уже и говорила, мы пропускаем эти петельки и далее идем до следующего рельефного столбика и делаем то же самое. То есть со следующим рельефным столбиком самостоятельно провяжите вот тут 2 светлых рельефных столбика вокруг него. И вяжем таким образом до конца 5-й ряд. Так, довязываем до конца 5-й ряд. Еще раз покажу. Смотрите. Вот это у нас будет последняя петелька 5-го ряда, да. Протягиваем светлую. Вот так перекручиваем шнурочки, чтобы закрыть уже темным шнуром, да, и делаем воздушную петлю. Все, переходим на 6-й ряд. 6-й ряд изнаночный. Так, вот это первая воздушная, это у нас уже есть петелька. Изнаночной вяжем за передние полупетли. Вот, 1, 2, 3, 3 столбика уже у нас, считай. И вот у нас 6-й ряд, да, в 6-м ряду мы уже будем делать 3 рельефных столбика. 1, 2 из них самостоятельно, и тот, который посерединке, он будет спускаться уже в рельефный столбик. Я покажу, как я провязываю именно вот эти сплошные ряды, когда он спускается и цепляется за рельефный столбик предыдущего ряда. То есть здесь до первого рельефного столбика мы провязываем 24 столбика без накида. И я покажу, как далее будем вязать рельефные столбики. Итак, смотрите, я провязала 24 столбика без накида. Теперь это мы с изнаночного ряда делаем рельефные столбики. То есть, как всегда, с коричневого мы рельефный столбик делаем, опять же, цепляясь за оставшуюся полупетлю коричневого цвета. 3 петли на крючке, в 3 приема провязываем. Так, ту петельку, которая под рельефным, мы пропускаем. Так, эту пропустили. Так, над рельефным светлым опять же провязываем просто столбик без накида. И далее вот у нас идет столбик рельефный предыдущего ряда. Смотрите, я когда делаю рельефные столбики, и вот идет вот эта перемычка, за которую якобы можно было бы зацепить рельефный столбик, а я за вторую петельку. Вот смотрите, их 2. Вот эта верхняя, вот эта вторая под ней идет. Это для того, чтобы вот эти вертикальные ряды, они выглядели более гладкими. Без, видите, оно идет как продолжение, вот просто сплошняком. Для того, чтобы ровненько вот эти полосочки смотрелись, которые горизонтально пересекаются с вертикальными. Я делаю так. Это мое видение, то есть вы можете делать по-своему. Далее вот эту петлю пропустили. Здесь столбик без накида над рельефной петелькой светлого цвета. И еще один рельефный. Как я уже говорила, здесь у нас их 3. По схемке идет. Сейчас покажу, как получилось.
Вот. Вот таким образом. То же самое, когда провязываю рядочки светлого цвета. Вот в следующем ряду у меня уже будет... Вот, следующий ряд у нас будет 1, 2, 3, 4. То есть сейчас крестики поставлю. Следующий ряд светлый. 1, 2, 3, 4. У меня будет 4 рельефных столбика. И вот эти два, они будут продолжением предыдущих. Да, и я, как я уже говорила, вот на светлом оно более видно. Я не буду, конечно, показывать, как я весь ковер вяжу. Нет смысла в этом. Я все азы вам рассказала. То есть вот эти рельефные столбики, которые идут над рельефными столбиками предыдущими, я не вот за эту петельку провязываю, а за вторую. Так же, как и коричневый я вам показывала. То есть в следующем ряду тоже будет 2 петли, не за первую, а за вторую. Для того, чтобы была красивая ровная линия. Все, то есть суть ясна. Вяжите далее самостоятельно по рисунку. Смотрите, здесь по рисунку у нас в каком ряду? Сейчас скажу, в каком ряду. 1, 2, 3. Вот, будем начинать новый прямоугольничек. Это у нас 22 ряд. То есть тут, я думаю, вы все сами рассчитаете. Пока вяжем вот по этой схеме, да, а потом начинаем вязать новый прямоугольник во втором ряду. Тоже рассчитать количество петелек к нему. Тут у меня все расписано, то есть вот 45 петелек, 45 столбиков без накида провязали, в 46-м у нас рельефный. Это уже начинается новый прямоугольник. Так что вяжем самостоятельно. Так, мне осталось совсем чуть-чуть, чтобы довязать свой коврик. Смотрите, какие получаются прямоугольнички, рельефные. Хочу еще один раз показать. Вот рисунок, это мой первый рисунок. То есть, ну, прямоугольники-то они у меня тут везде одинаковые идут. Я сейчас покажу, как я делаю вот эти рельефные ряды. Так, сейчас я вяжу лицевые ряды. В предыдущем ряду у меня было 1, 2, 3, 4, 5 рельефных столбиков коричневого цвета. Это у меня был изнаночный ряд. Что на картинке, смотрите, вот они. 1, 2, 3, 4, 5. Еще раз повторюсь. Это я просто показываю, это у меня первая схемка, я просто показываю, потому что все прямоугольники вот эти у меня, они все равно одинакового размера. Пусть они идут вот в разные стороны, но они все с одинаковым количеством рельефных столбиков. Вот прошлый рядочек у меня было 1, 2, 3, 4, 5. 5 рельефных столбиков. Опять же повторяюсь, если я вяжу коричневым цветом, вот изнаночные ряды у меня коричневым цветом, то только с этого ряда я и спускаюсь вниз и не за светлый, а именно за коричневые ряды цепляюсь. То есть в коричневом ряду других рельефных столбиков, кроме как коричневых, не может быть. Вот их было 5, то есть сейчас я вяжу лицевой ряд, и у меня уже будет 1, 2, 3, 4 рельефных столбика светлого цвета. Вот они между этими 5. Сейчас покажу. Сейчас я их еще раз провяжу. Делаем накид. И, как я уже говорила, не за верхнюю полосочку, а та, которая находится чуть ниже. Так, рельефные в 3 приема. Провязали. Вот этот столбик мы пропускаем, над которым мы вязали рельефный. Следующий над коричневым мы провязываем за заднюю полупетлю. И здесь снова у нас идут рельефные столбики. Провязываю в 3 приема. Так, снова, опять же смотрим не за вот эту полосочку, а та, которая под ней. Так получается рисунок такой, смотрите. То есть они вот так вот цельно идут, вот эти полосочки, формируя такой 3D рисунок. Так. Сколько у меня здесь их должно быть? 4. Между
этими 5 коричневыми предыдущего ряда. Вот 4 я и провязала. Очень уже неудобно вязать, большой ковер. В следующем ряду мы будем снова вязать коричневые. То есть следующий изнаночный ряд у нас будет коричневый. И уже между этими 4 светлыми мы провяжем 1, 2, 3 коричневых. 1, 2, 3. Потом в лицевом ряду, то есть смотрите, видите, как они вот крестиками проставила на белых рядах, и маркером я тоже проставил на темных рядах, чтобы лучше было видно. И последний ряд у нас уже сформируется, когда этот прямоугольник, мы закроем одним рельефным столбиком коричневого цвета. Я думаю, понятно объяснила. Ковер мой растет, осталось совсем чуть-чуть. Итак, если вам полезен был мой мастер-класс, мой видеоурок по вязанию такого ковра, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего полезного и интересного. Всем пока-пока!